Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события произошли и какие движения ожидать сегодня на вечерней сессии. Давайте с календарика начнем. Сегодня по Германии вышли не очень хорошие данные в части индекса деловых ожиданий и климата IFO. Ну и то, что касается продаж нового жилья в Соединенных Штатах, те данные, которые вышли, указывают на то, что продажи жилья особо не идут. Но здесь на самом деле суть вопроса очень простая. Помимо того, что есть стимулирующие меры, избыточная денежная масса, есть еще предел потребительского спроса. Потребительский спрос, соответственно, в данной ситуации формируется из тех людей, которые предполагают покупку жилья для своего проживания и для инвестирования. И судя по вот этому движению, которое мы получили, здесь, в общем-то, данный фактор, он уже пресыщен. То есть и в качестве инвестиционных целей спрос упал на новое жилье, и для личного потребления. Причем здесь ситуация, она несколько аховая, потому что вышедшее значение, оно не только меньше предыдущего значения, но оно и меньше прогноза. Прогноз был достаточно позитивный, что будет рост продолжаться. Тем не менее, то, что получилось по факту, оно хуже и прогноза, и предыдущего значения. Так, друзья, давайте к S&P перейдем. Сегодня в утреннем видео, которое вышло днем, я подробно разбирал позицию SOT SFTT и, соответственно, к чему это может в среднесрочной перспективе привести. Летом, скорее всего, ситуацию удержит, вот осенью весьма вероятно она выйдет из-под контроля. На этой неделе еще решение ФРС, но здесь, я думаю, волатильность будет, но обвала, скорее всего, не будет. Расти просто некуда, ну а обвал будут всеми способами пытаться сдержать, выкупить. И поэтому здесь у нас, скорее всего, получается ситуация пила на хаях. Переходя на часовой таймфрейм, это SFD на фьючерс S&P, идет колебательное движение на достигнутых максимальных значениях ранее. Ну и несмотря на то, что вышли негативные данные по поводу продаж нового жилья, здесь особого обвала пока не происходит. Ну и здесь критичная точка, это 4350, вот это вот значение, диапазон, пробитие которого ломает весь растущий тренд, который возник. И соответственно здесь просто будет массовое срабатывание стоп-заявок. На текущий момент весьма вероятно будет удержание в этом диапазоне. Хотя, конечно, с учетом того, какие данные вышли по продажам нового жилья, американским индексом следовало бы хорошенько обвалиться. Но здесь логика очень простая. Есть две силы, которые между собой борются. Первая сила заключается в том, что с одной стороны, если в экономике плохо, то, соответственно, фондовый рынок не надо вкладывать, особенно в ряд секторов, которые заведомо будут падать. С другой стороны, работает другая сила. Чем хуже, тем лучше, потому что тем больше выделяют помощи, тем больше можно надуть пузырь. Но очень похоже то, что текущие значения по S&P, ну может быть еще там 4500, если дотянут, может быть. Это уже некое устоявшееся равновесие, которое на текущий момент оно какое-то время сохранится, ну до осени. Опять же, здесь получается две силы, которые противодействуют. С одной стороны, если все плохо, должно обвалиться, но этого не происходит. Почему этого не происходит? С одной стороны, идут деньги на рынок в виде различных инструментов, которые ФРС предоставляет участникам рынка. С другой стороны, многие и хедж-фонды, и отдельные игроки, они ждут, что рынок обвалится, они шортят. Ну а шортист, он самый надежный, самый проверенный покупатель, который купит по любой цене, и, соответственно, на шортистах рынок может какое-то время расти и продержаться. Так, друзья, ну то, что касается американского рынка, здесь похоже на консолидацию. На дневочке, конечно, рисует такую страшную фигуру, которая указывает на то, что вот-вот и упадем в район 4320. Но я думаю, до заседания ФРС наиболее вероятно консолидационное движение. Так, друзья, далее нефть. Ну, поскольку пошли панические слухи, отчасти они оправданы, отчасти они раздуты по поводу новых штаммов коронавируса,
мы видим, что нефть расти не хочет от текущих значений. Давайте мы сейчас перейдем немножко на другой график. Так, друзья, ну вот касательно часового таймфрейма, у нас получается на текущий момент идет консолидация. Консолидация идет в районе значений 73, 73, 73,2, 73,5. Вот здесь вот ключевой диапазон проходит. Здесь, если у нас сейчас развивается на вечерке движение с пробоем 72,8, то в этой ситуации мы уходим уже сегодня вечером, в ночь, завтра с утра тестировать уровень 72. Вот эта ситуация, если она не приводит к пробою и движению вниз, она ведет к тому, что отсюда у нас сегодня вечером будет коррекционный отскок наверх. Цель этого отскока потестить и переписать 74,5, вот это вот сформированное ранее значение. Ситуация, конечно, по нефти очень непростая. Коронавирус действительно разбушевался, всякие новые штаммы повылезали. Но с другой стороны, вот на текущий момент 73 ей не дают пробить. То есть как только она доходит до 73, здесь сразу прямо начинается выкуп. В таких ситуациях чаще всего происходит отскок, как минимум коррекционный отскок. И цель этого отскока, как я уже сказал, 74,5. По логике вещей здесь должно было произойти продолжение снижения и тестирование 72, но вот начиная где-то с 12 часов нефть очень активно стали выкупать, и сейчас, я думаю, движение разовьется на 74,5. Так, друзья, ну вот еще возвращаясь к сегодняшнему с утра обвалу, который произошел на китайском фондовом рынке, здесь все рухнуло, и это произошло из-за ограничений, которые вводятся и по отношению к китайскому хай-теку в части сбора информации о пользователях и возможности предоставления в другие страны мира, и то, что касается образовательных компаний Китая, которым там необходимо заниматься некоммерческой деятельностью по сути, ну или зарегистрироваться таким образом. И, соответственно, вот эти движения, они таким образом сегодня развились. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, сейчас масса материалов появилась по поводу там, как поймать отскок и так далее. Вот смотрите, вообще само понятие стоимость, цена, спрос, предложение, оно имеет в себе смысловую нагрузку, которая отражает реальную стоимость того, что производится или того, что покупается, продается. Только в том случае, когда есть свободный оборот. То есть, например, продается на бирже валюта или акция, или сырье какое-то. Соответственно, здесь есть спрос, есть предложение. В том случае, когда возникают какие-то ограничения, связанные, будь то с каким-то решением наложения обременения, например, там арест акций на счете, или введение каких-то законов, которые ограничивают свободу торговли или создают невозможность ведения деятельности, и если есть тренд на то, что это будет развиваться, то такие истории, они приводят только к одному, они приводят к сжатию, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому, с моей точки зрения, ловить отскоки в китайском хай-теке и китайских акциях, конечно, можно, но это чрезвычайно рискованно, с моей точки зрения. По той простой причине, что это в любой момент может это снижение превратиться в штопор. Как с отскоками, так и без отскоков. Почему? Потому что рынок, там где есть покупки, есть продажи, не любят вводимые ограничения. Если начинается такая политика, и она, судя по всему, будет только усугубляться, то это будет вести к тому, что китайский хай-тек и китайский рынок будет сдуваться. Текущая политика Коммунистической партии Китая, она совершенно четко и однозначно, с моей субъективной точки зрения, указывает на то, что будет сдавливание китайского фондового рынка. Сдавливание не как самоцель, а сдавливание вследствие тех мер и действий, которые они проводят и планируют проводить. Вот. Соответственно, это, конечно, затронет и другие страны, и Соединенные Штаты, на площадках которых размещены китайские компании. Но здесь вопрос неизбежности, это будет происходить. И поэтому, с моей точки зрения, с учетом такого тренда на ограничение в обороте, ограничение действий,
здесь, я думаю, достаточно рискованно связываться вообще с китайским фондовым рынком. Почему я это повторяю? Потому что вот материалов на этот счет очень много. И я считаю необходимым донести точку зрения до тех людей, которые хотят покупать на отскок китайские акции. Они, конечно, могут выиграть, но и могут с ними падающими в пике остаться надолго или навсегда. И в этом есть большая проблема. Но на самом деле, что я хотел бы сказать. Вот смотрите, в экономике Китая масса проблем. И по сути, такое сжатие фондового рынка, которое вполне может развиться, является просто опережающим индикатором и указателем на то, что происходит в экономике Китая. Так, далее, то, что касается российских новостей, российской повестки. ЦБ сделал послабление для банков с базовой лицензией, снизив требования по резервам. То есть так называемый китайский путь. Когда банк выдает кредит, он может меньше резервировать средств на потерю по этому кредиту. Но здесь мне хотелось бы обратить внимание, что банковские резервы, они достаточно важную роль играют как в макроэкономическом плане, так и в плане обеспечения устойчивости деятельности банка. С одной стороны, они оказывают влияние на количество свободных денежных средств. С другой стороны, они необходимы банку для того, чтобы компенсировать потери в случае невыплаты по судам. Но по меньшей мере достаточно странное решение с точки зрения логики снижать резервы у банков в то время, когда растет кризис неплатежей и когда начинаются массовые проблемы, связанные с этим, ухудшением качества заемщиков, как юридических, так и физических лиц. Это относится и к Китаю, это относится и к России. Соответственно, такие действия, которые в себе вроде как несут средства для того, чтобы увеличить свободную денежные агрегаты на самом деле. То есть с одной стороны идет сдавливание путем повышения ставок, с другой стороны идет распуск резервов, который типа должен оказать позитивное влияние. Так, друзья, еще такой интересный момент. Я так чувствую, мы живем в интересное время. В ближайшее время будет возникать много всевозможных интересных телодвижений в части судов всех против всех. Россия против Украины в ЕСПЧ. Потом Евросоюз подал иск в Россию в ВТО. То есть сейчас, я думаю, жизнь закипит, и юристы без дела сидеть не будут. Кстати, возвращаясь к тому, что происходит в взаимодействии России с Евросоюзом. Над Россией начинает нависать налог на выбросы углекислого газа, и, соответственно, уже за 2020 год этот налог может определенным бременем лечь в первую очередь на российских металлургов, которые выплавляют черные металлы. Так, друзья, далее золото. Но смотрите, по золоту на вечерке сейчас я ожидаю, что произойдет отскок. Опять же, отскок, цель отскока на вечерке 1804, вот сюда это зеленая линия. Соответственно, в моем случае идея не сработает, если будет повторное движение и пробой 1796. Так, друзья, далее доллар-рубль, наша главная скрепа и наш главный инструмент. USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Смотрите, сегодня вообще изумительный день был, так они закрепились на 74.1. И прямо с этого уровня пошло, соответственно, тестирование вот этого диапазона, который является очень сильной поддержкой для доллара. Но здесь, судя по всему, это движение по укреплению рубля, оно закончилось. Почему я так считаю? Ну, потому что такого энергичного роста цен на нефть нету. Сегодня были очень крупные налоговые выплаты. Я полагаю, это вот сыграло существенную роль в таком движении. Ну, было и масса других обстоятельств и событий, которые существенно повлияли на весь этот спектр движения. Но хотел бы обратить внимание, здесь с одной стороны был пробой растущего тренда на доллар. С другой стороны, вот те сделки, которые происходили сегодня в момент укрепления рубля против доллара, они указывают на то, что весьма вероятно сейчас будет коррекционный отскок. И, соответственно, первая цель движения этого отскока 73.93, 73.95, вот сюда к этим значениям.
Ну и данная идея в части укрепления доллара сегодня вечером, либо завтра утром она не сработает, если возникает откат и пробитие вот этого значения 73,6. Если сейчас такое будет, то тогда у нас развивается планомерное укрепление рубля на 73,5 и потом, соответственно, 73,33. Вот эти два значения, которым очень легко может рубль прогуляться. Здесь, с одной стороны, очень интересная ситуация была. Она заключается в том, что растущий тренд вроде как таким вот сдвигом он был сломан. Но с другой стороны, здесь очень активно сметали доллары, это раз. И во-вторых, молниеносного пробития вот этого сильного диапазона не произошло. И поэтому весьма вероятно в текущих условиях здесь отсюда будет коррекционный отбой и отскок. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. То, что касается движения на вечерке или движения завтра с утра. У нас пошел импульс наверх. Первая цель была отработана. Это 159 тысяч. Сейчас идет далее вопрос в закреплении в диапазоне в районе 160-300, 159-750. Вот здесь вот, соответственно, если сейчас движение в этот диапазон происходит и здесь возникает закрепление, то нас ждет дальнейший рост. И рост имеет под собой цель 162 150. Вот сюда, к этому значению. Если сейчас будет коррекционный откат, который придет к пробитию 158 500, то вот этот весь отскок, который здесь возник, он захлебывается. И, соответственно, движение отсюда развивается сначала на 156 650, и потом следующая цель вполне может быть реализована 154 750. Так, друзья, ну, в общем-то, это все основные инструменты. Остальное завтра с утра, если не будет проблем с загрузкой. Успешных торгов, всего наилучшего, счастливо.